Джеймс Боуэн был обычным парнем, жившим в Англии. Позже его родители развелись, и он переехал в Австралию со своей матерью и отчимом. Семейная жизнь была напряженной, и поскольку семья часто переезжала, его никто не контролировал в школе. Над ним издевались, и из-за этого он начал нюхать клей. Еще позже ему был поставлен диагноз шизофрения и маниакально-депрессивное расстройство. Парень вернулся в Великобританию и стал жить у своей сводной сестры. Но долго это не продолжилось, и совсем скоро Боуэн стал бездомным и начал жить на улицах Лондона. Именно в это время он стал употреблять героин в попытке убежать от реальности бездомного. К этому моменту жизнь Джеймса Боуэна, уличного музыканта и наркомана, находилась на грани. Он потерял все. От него отвернулись родные, а единственным его другом на тот момент такой же наркозависим. Так продолжалась жизнь Дэвида. Несколько раз он пытался завязать с наркотиками, но у него не вышло. Весной Джеймс был зачислен на метадоновую программу как человек, зарабатывающий деньги и живущий в муниципальном жилье. Однажды вечером он вернулся домой и обнаружил в подъезде рыжего кота. Предполагает, что кот кому-то принадлежит. Джеймс просто вернулся в свою квартиру. Когда он обнаружил кота на крыльце на следующий день, он забеспокоился и обнаружил, что у кота нет ошейника, а затем заметил инфицированную рану на лапе. Когда он убедился, что никто из жильцов не претендует на кота, то решил помочь ему самостоятельно. Боуэн отвел кота к ближайшему пункту благотворительной ветеринарной хирургии. И когда на лечение инфицированных ран животного потребовались антибиотики, Джеймс отдал почти все деньги, заработанные в тот день. Чтобы убедиться, что кот прошел полный двухнедельный курс лечения и ран его больше не беспокоит, Боуэн решил взять его к себе на время, пока не найдет хозяина животного. Когда он не смог найти совершенно никакой информации о владельце кота, он решил просто выпустить его на улицу, надеясь, что тот сам найдет путь домой. Но вместо этого кот стал постоянно следовать за Джеймсом, даже тогда, когда он отправлялся на работу уличного музыканта на автобусе. Обеспокоенный тем, что коту некуда идти, Джеймс взял кота к себе домой навсегда, назвав его Бобом в честь персонажа из телесериала. Так как Бобу очень нравилось провожать Джеймса на работу, Джеймс смастерил жгут из шнурков, стал сопровождать его на свои регулярные места на автобусе 73, к окнам которого Боб очень любил прижиматься. Реакция публики была положительной, и пара Боб Джеймс стала популярной. Джеймсу пришлось перестать играть на гитаре на улице, так как у него могли впоследствии появиться проблемы с законом. Вместо этого он нашел более безопасный и легальный способ заработка – продажу уличных газет. Когда люди начали загружать видео с Джеймсом и Бобом на YouTube, туристы стали посещать Ковент-Гарден чаще, порой даже только для того, чтобы просто увидеть их. Именно тогда Джеймс решил прекратить лечение метадоном и перестать употреблять наркотики. Эта история так разлетелась по социальным сетям, что Джеймсу Боуэну предложили написать книгу, что он и сделал. Впоследствии эта книга стала бестселлером, а Джеймс стал как минимум миллионером. Ну и по сей день Джеймс в сопровождении своего верного напарника играет на улице, собирая деньги на благотворитель. Он объяснил это решение появлением Боба, сказав: «Я считаю, что все свелось к этому маленькому существу. Он пришел и попросил меня о помощи, и он просил о моей помощи сильнее, чем мое тело просило о саморазрушении. Он причина, по которой я теперь просыпаюсь каждый день. Он определенно дал мне правильное направление, которому я буду следовать всю свою жизнь». Друзья, не забудьте поделиться этой замечательной историей, произошедшей в самой настоящей реальной жизни. А на этом все. Реальный день, реальная история.